Сегодня мы с вами будем готовить вот такой вкуснейший творожок на завтрак домашнего приготовления. А еще самый свежайший, вкуснейший йогурт без консервантов, свеженький, домашнего приготовления. Вот такой вот замечательный. Ставьте пальчики вверх. У меня сегодня свежее молоко 1 галлон. Это 3,75 литра. А также мой любимый Activia йогурт. Вы можете брать любой, который вам нравится на завтрак. И разбавляю его этим же молоком. Добавив немного молока, тщательно вымешайте его. Потом снова добавьте, и так в несколько заходов, пока у вас не получится однородная, по состоянию похожая на кефир масса. После чего можете перелить ее снова в бутыль. Через воронку выливаю снова в емкость с молоком. Тщательно встряхиваю и оставляю в теплом месте для образования кефира, галлона кефира. Ну вот, прошло у меня 48 часов, и смотрите, какой свежайший кефирчик получился. Свежий, а вкусный какой, вы даже себе не представляете. Из свежайшего молока свежайший кефир. Теперь беру кастрюлю, в которую войдет весь мой галлон молока, 3,75 литра, и аккуратно выливаю его. Я готовлю творог двумя способами. Первый способ, когда из этой массы получается нежный творожок. Для этого, не перемешивая, оставьте на среднем огне кастрюлю с молоком до закипания, но не кипятите. Самое главное, не перемешивайте. Как только начинает закипать, снимите кастрюлю с плиты и оставьте для остывания, полного остывания. И вот смотрите, что у нас получилось. Вся творожная масса у нас наверху, а вся сыворотка внизу. Теперь разрезаю ножом аккуратно, так, чтобы не раскрошился творог, не повредить его.
И ложкой, аккуратно подцепляя с серединки, достаю каждый кусочек, но прямо как торт. Смотрите, как легко и просто. Из галлона молока у меня получается почти килограмм творога. Сыворотку я не выливаю, на ней я готовлю выпечку. А также она хороша для ополаскивания волос, делать маски для волос, протирать лицо, умываться. Очень-очень полезно. А как вы используете сыворотку? Пожалуйста, напишите мне. На это сито я кладу тарелочку, ставлю небольшой груз и в холодильник. И вот на следующий день. Смотрите, я, конечно, уже отложила, терпения нет. Вкуснятина такая. И намешала свой любимый творожок с йогуртом и изюмом на завтрак. А вот смотрите, какой он получился. Нежный, воздушный, но просто объедение. Вот он, мой любимый творожок с изюмом, с йогуртом и со сливовым вареньем. Самодельным сливовым вареньем. И самый полезный пробиотик – йогурт самодельный, свежайший, вкуснейший. Ставьте лайк для продвижения канала. А вот и второй способ. Кефирчик вылили в кастрюльку и кипятим несколько минут, пока творог не осядет на дно. Здесь его можно и помешать. Кастрюлю также убираем для полного остывания. И вот, когда творог остыл, процеживаем через сито. И также накрываем пленкой, тарелочкой, убираем в холодильник.
Вот, настало время, достаем из холодильника. И смотрите, какой этот творожок. Он более сухой. И если его ковырнуть ножичком, он рассыпчатый, он просто рассыпается. Это такой творог, как обычно продают в магазинах. Вот они оба творожка, которые мы сегодня с вами приготовили, которые довели до кипения. Вот этот, он немножко влажный и очень нежный. Мы его не кипятили. И он цветом даже другой, посмотрите, белее. А этот творожок мы кипятили, он немного желтее и суше. И вот мой любимый завтрак. Творожок, йогурт, изюмчик. Все перемешиваем. Вкуснятина. И самый вкуснейший йогурт домашнего приготовления, самый полезный пробиотик. Ставьте лайк для продвижения канала. Всем пока-пока, до встречи!